Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусный сливочно-ягодный крем с голубикой. Он получается очень нежный и с таким красивым насыщенным вкусом и цветом. Крем идеально подходит для промазки коржей у тортов, для рулетов, для капкейков, для различных десертов и пирожных. С ним можно делать легкие украшения. И, конечно, этот крем такой вкусный, что его можно есть и как самостоятельный десерт. Или заморозить, и получится великолепное мороженое. Для приготовления крема мне понадобится для моего рецепта я использую замороженную голубику. Конечно, можно использовать и свежую. Поставила сотейник на плиту. Всыпаю большую часть сахара. Немного сахара оставляю. Добавляю лимонный сок. Довожу массу до кипения. Ягоды должны пустить сок. Теперь провариваю ягоды в течение 2-3 минут, чтобы они стали мягче. Снимаю кастрюлю с плиты. Измельчаю ягоды при помощи погружного блендера. Получилась вот такая однородная масса. Крахмал соединяю с оставшимся сахаром. Перемешиваю. Добавляю яйцо. Перемешиваю все до однородности. В ягодную массу вливаю часть молока. Перемешиваю. Теперь добавляю яичную смесь с сахаром и крахмалом, перемешиваю и вливаю оставшееся молоко. Возвращаю сотейник на плиту. И теперь при постоянном помешивании варю крем, пока он загустеет и закипит. По мере того, как крем начинает густеть, перемешиваем более интенсивно, чтобы он не подгорел. Масса у меня начинает кипеть, провариваю ее еще буквально 1 минуту. Снимаю кастрюлю с плиты. Переливаю крем в миску. Он получился такой ароматный и у него очень красивый насыщенный цвет. Закрываю крем пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю до полного остывания. Сначала до комнатной температуры оставляю остывать на столе, а затем поставлю крем в холодильник. Надо, чтобы он был полностью холодным. Заварной крем с голубикой у меня уже полностью холодный. Он стоял в холодильнике. Обязательно и заварной крем, и сливки должны быть холодными из холодильника. В сливки я добавлю немного сахарной пудры. Это по желанию. Я хочу, чтобы крем был чуть более сладким. Если не хотите сахарную пудру, можно не добавлять. И взбиваю сливки до мягких пиков. Заварной крем получается сейчас вот такой плотный, густой. Я его немного перемешиваю лопаткой, чтобы он легче объединялся со сливками. Небольшими порциями добавляю в сливки и перемешиваю. Здесь очень важно, чтобы температура вот этого заварного крема и сливок была одинаковая. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Посмотрите в итоге, какой красивый крем получился. Он такого яркого, насыщенного цвета. Сейчас его еще немного перемешаю лопаткой. И какой же этот крем вкусный, с насыщенным таким ягодным вкусом. Крем получается такой достаточно плотный. С ним можно делать легкие украшения. Но, конечно, он идеально подходит именно для тортов, для прослоек тортов, для рулетов, для наполнения пирожных, эклеров. Этот крем просто идеальный. Рекомендую его приготовить и попробовать. Уверена, десерты с этим кремом будут просто великолепные.